Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня я подробно, спокойно и по существу опять разбираю эпизоды в деле об убийстве Ирины Фарион. Сегодняшний разбор будет касаться эпизода с камерами видеонаблюдения в доме на улице Масарика 3 и с заявлениями, которые звучат вокруг этих видеокамер. Разбор будет достаточно подробный, и вы увидите, почему это очень важно. Важно для того, чтобы определить, насколько добросовестно следствие и сторона обвинения ведут процесс, делали расследование. Вы узнаете, кто и, может быть, почему покрывает настоящего убийцу, и узнаете, зачем нужен Вячеслав Зинченко как подставное лицо. Итак, все это касается видеозаписей и камер в день убийства. Вперед, друзья! Итак, информация будет касаться камеры, которая смотрит именно на подъезд, из которого вышла Ирина Фарион и возле которого она ожидала такси в момент убийства. Камера смотрит на место убийства Ирины Фарион и по информации, которая имеется. Я потом скажу, откуда и где находится эта информация. По этой информации камера была отключена по протоколам, полученным из данных этой камеры. Эта камера была отключена с 19 часов 15 минут, и опять включилась она в 20 часов 00 минут. То есть в течение 45 минут, как раз в интервал, когда происходило убийство, камера, которая могла бы зафиксировать момент убийства, была отключена. По заявлению адвоката Юрия Немировского, эта камера была включена точно так же, как и 4 остальные камеры в этом доме. То есть все камеры в доме были включены, в том числе и эта камера должна была быть включена, но по каким-то причинам она в момент преступления кем-то отключалась. Вот эта камера, которая отключалась, она могла бы быть очень важным доказательством в деле об убийстве. Но этих данных в деле пока нет. Остальные камеры, в частности и та камера, которая зафиксировала звук выстрела, была включена и преспокойно себе работала. Из этого следует очень важный логический вывод. Если бы в эту камеру, которая снимала место преступления, место убийства, не было бы никакого вмешательства, то она должна была бы работать точно так же, как работала та камера, которая записала звук выстрела, которая исследовалась в судебных заседаниях. Это видео мы видели. Но почему-то вот та камера, которая могла бы зафиксировать момент преступления, не работала с 19 часов 15 минут до 20 часов 00 минут 19 июля 2024 года.
то есть в день убийства, на Масарика 3. И это принципиальный момент, на котором я прошу вас заострить ваше внимание. Далее. Есть еще заявление Зинкевича. Зинкевич заявлял о том в своем интервью, что он где-то разыскивал видеозаписи с камер для того, чтобы передать все эти видеозаписи следствию, то есть полиции. Так вот, этот Зинкевич заявлял почему-то, что в момент преступления, в момент убийства были плановые отключения света, в том числе и на Масарика 3. Эти плановые отключения были восстановлены по заявлению Зинкевича 19 июля 2024 года с 17 часов 00 минут по 21 час 00 минут. То есть плановых отключений не должно было бы быть, но почему-то Зинкевич заявляет, что эти плановые отключения почему-то были восстановлены в день убийства, и именно с 17 часов 00 минут по 21 час 00 минут. А как мы с вами знаем, ряженый пришел на место преступления в день убийства именно в 17 часов. Далее. По адресу Масарика 3 этот промежуток попадает в тот промежуток времени, то есть промежуток, о котором Зинкевич заявил, что отключения были восстановлены, возобновлены. Значит, этот промежуток попадает в промежуток, в котором был совершен выстрел, убийство. Ну, то есть, действительно, плановые отключения, об этом заявляет Зинкевич, были отменены на 19 число, день убийства. Зинкевич об этом тоже заявляет, но потом были восстановлены с 17 часов 00 минут в день убийства. И, как вы знаете, с 17 часов 00 минут появился на месте убийства этот человек, ряженый в панамке и очках. Это второй момент, который тоже из виду упускать нельзя. Идем далее. Еще информация по этой камере и по всем остальным. Видеоматериалы с видеокамер были переданы полиции не в порядке изъятия, а в порядке осмотра. То есть это является процессуальным нарушением. Почему? Это важно. Потому что порядок изъятия и порядок осмотра – это разные процессуальные режимы, которые по-разному фиксируют цепочку хранения доказательств, доступ к оригиналам и возможность последующей проверки. Когда материалы передаются в порядке осмотра, а не изъятия, это создает дополнительные вопросы к полноте и чистоте доказательственной базы. И это третий существенный момент. Есть часть видео, по которым Зинченко был идентифицирован во Львове с видеокамер. Этих видео немного, которые подвергались идентификации. В основном все видео были признаны негодными для того, чтобы по ним можно было идентифицировать Зинченко. Но некоторые видео позволяют это сделать. Так вот, самое ближайшее видео, которое прошло экспертизу и на котором Зинченко был идентифицирован, это видео возле оперного театра. Поэтому видео возле
оперного театра была проведена экспертиза и было установлено, что Зинченко прогуливался возле оперного театра во Львове. Но, друзья, идти от оперного театра до Масарика 3 это приблизительно полчаса. То есть это ближайшая точка по видео, в которой Зинченко был зафиксирован и которая прошла экспертизу. Других, более близких по времени и месту видеозаписей, которые позволяют утверждать, что на них зафиксирован Зинченко, по имеющейся информации, в том числе и той, которая присутствует в материалах дела, нет. И это четвертый момент. Далее, что касается фотографии, которая была сделана 16 июля во дворе на Масарика 3, и по которой была проведена портретная экспертиза, установившая, что человек в панамке и очках – это Зинченко. Ну, то есть, во-первых, я ранее уже говорил, что эта фотография сделана именно 16 июля. И говорить, что она устанавливает факт, что именно Зинченко был в панамке и очках 19 июля на Масарика 3 в день убийства, это неправильно. То есть портретная экспертиза, сделанная по фотографии, снятой 16 июля, не является достоверной информацией применительно к дню преступления. Экспертиза была сделана 16 июля, а не 19 июля. Поэтому с 16 по 19 июля кто угодно мог надеть панамку и очки, и это означает, что этот кто-то мог выступить в виде этого человека в панамке и очках, но не Зинченко. Это разумное сомнение, которое должно интерпретироваться в пользу обвиняемого Зинченко. Это пятый принципиальный момент, который ставит под серьезное сомнение доказательственную силу этой портретной экспертизы, применительно к событиям 19 июля. И далее, друзья. И это очень важно. В материалах дела есть запросы адвоката Юрия Немировского. И в Галицком суде, когда было досудебное следствие, и в Шевченковском суде, когда проходило разбирательство по сути. Запросы о том, с ответами, которые свидетельствуют о том, что плановых отключений 19 июля 2024 года на Масарика 3, а также за неделю до и через неделю после, и, что очень важно, в день преступления не было. Это официальная информация, и это ответ адвокату. То есть то, что заявляет Зинкевич в интервью о том, что якобы 19 числа были восстановлены отключения по распоряжению Укрэнерго, это не является составной частью материалов дела. Поэтому говорить, что какие-то заявления какого-то Зинкевича о том, что были плановые отключения с 17 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 19 числа июля 2024 года по Масарика 3 неправильно. В материалах дела такой информации нет. Наоборот, судом должно быть учтено только то, что официально
Укрэнерго и Львовоблэнерго ответили на запросы адвоката Немировского. Эти ответы есть в деле, и они говорят о том, что отключений, плановых отключений света 19 числа июля 2024 года по Масарика-3 не было. И это шестой и очень важный момент. Далее. О чем говорит Немировский? Говорит он о том, что все 5 камер, в том числе та, которая снимала звук выстрела и записала его, и которая была исследована в судебном заседании, и та камера, которая показывает на место преступления, но которая была отключена в момент преступления, эти камеры должны были работать одинаково, если бы не было внешнего вмешательства. То есть, если бы все проходило в автоматическом режиме, то тогда все эти камеры, и та, которая рассмотрена в суде, ее видеозапись, и та, которая смотрит на место преступления, все эти камеры должны были быть в рабочем состоянии и зафиксировать происходящее. Но на самом деле, как утверждает Зинкевич в частности, камера, которая была направлена на место преступления и в момент преступления была отключена, в связи, это отключение по утверждению Зинкевича, она была отключена в связи с отключением света, планово. Но я прошу вас обратить на это внимание, это утверждение Зинкевича не соответствует объективной информации, то есть ответам Львовоблэнерго и Укрэнерго, куда с запросами обращался Немировский. Поэтому говорить о том, что это отключение и включение камеры, которая смотрит на место преступления в момент преступления, было из-за отключения света, не подтверждается. Невозможно эти факты подтвердить никакими доказательствами, которые имеются в деле. То есть эта камера, которая смотрит на место преступления, должна была быть в рабочем состоянии в момент преступления, но почему-то она была отключена в 19 часов 15 минут и затем включена в 20 часов 00 минут в день преступления. Почему это произошло? Очень интересный вопрос, и этот вопрос был задан в судебном заседании, в частности, прокурору Данилев. Этот вопрос задал адвокат Немировский. И прокурор Данилев ответила: ну это же частная камера. Что мы можем? То есть прокурор в деле, которое имеет огромный общественный резонанс, отвечает, что одну частную камеру, ее видеозапись, они преспокойненько взяли, а вторую видеозапись или исследовать, почему та камера, которая смотрит на место преступления, якобы была отключена, и если отключена, то кем, и включена после преступления, невозможно установить по сообщениям прокурора Данилева. Я прошу вдуматься в эту фразу. В деле об убийстве, которое всколыхнуло все общество, прокурор, по сути, разводит руками и говорит, что камера частная, и они ничего не могут. При этом именно эта камера смотрела прямо на место преступления, и по странному совпадению не работала именно в тот промежуток времени, когда произошло убийство. Такое впечатление создается в результате всего этого
что этот Зинкевич, что это прокурорша, что этот, извините, Петлеваный, все они почему-то покрывают настоящего убийцу и хотят подставить Зинченко. Вот, друзья, что следует из всего этого, если смотреть на факты и на материалы дела без эмоций, а строго по логике и по имеющимся процессуальным документам. Поэтому подведу краткий итог для тех, кто хочет зафиксировать главное противоречие. Первое. Камера, направленная на место убийства, не работала с 19:15 до 20:00 в день убийства, в то время как соседняя камера, зафиксировавшая звук выстрела, работала. При отсутствии вмешательства обе камеры должны были работать одинаково. Второе. Версия Зинкевича о плановых отключениях света, якобы восстановленных с 17:00 до 21:00 в день убийства, не подтверждается официальными ответами энергоснабжающих организаций, которые имеются в материалах дела по запросам адвоката Немировского. Официально отключений света на Масарика-3 19 июля 2024 года не было. Третье. Видеоматериалы переданы полиции не в порядке изъятия, а в порядке осмотра. Это процессуальное нарушение, которое влияет на чистоту и допустимость доказательств. Четвертое. Ближайшая видеофиксация Зинченко с идентификацией к Масарика-3 это возле оперного театра. Оттуда до места преступления примерно полчаса пешком. Других, более близких по времени и месту записей видео, прошедших экспертизу, нет. Пятое. Фотоэкспертиза портретная, на которую ссылаются сторона обвинения, проведена по снимку от 16 июля, а не от 19 июля. Утверждать на ее основании, что именно Зинченко был в панамке и очках в день убийства на месте преступления, некорректно. Тем более, если учесть, что эта портретная экспертиза вызывает очень много вопросов, и сама она может быть признана недопустимым доказательством из-за того, что большая часть лица скрыта панамкой и очками, ее использование и утверждение на ее основании этой экспертизы, что Зинченко когда-либо был на Масарика-3, в том числе и в день убийства, некорректно. Шестое. Ответ прокурора Данылев о том, что камера, которая смотрит на место преступления, частная камера, и поэтому мы ничего не можем получить, никакой информации о причинах ее отключения и ее включения для того, чтобы эта камера не работала в момент преступления, в деле такого масштаба звучит, мягко говоря, недостаточным ответом. Я, юрист Валерий Табаков, считаю необходимым, чтобы все эти обстоятельства были максимально, полностью и публично рассмотрены и обсуждены, потому что когда в деле об убийстве появляются необъясненные отключения камер, противоречащие официальным данным версий о отключении плановых электроэнергии на Масарика-3, процессуальное нарушение при
передачи видео и слабые ответы прокуратуры на вопросы адвоката, общество имеет полное право задавать вопросы, и эти вопросы должны быть заданы жестко, по существу и без оглядки на удобство отдельных участников процесса. Спасибо, что досмотрели до конца. Если у вас есть дополнительные сведения по этой теме, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если считаете, что такие разборы нужны. Я буду продолжать следить за развитием событий и разбирать их с юридической точки зрения. С вами был юрист Валерий Табаков. До связи.